Всем привет, с вами снова Алина, и вот уж точно какой рубрики давно не было на моем канале, это рубрики тренды. Вы постоянно просите меня снять видео на эту тему, тем более, что наступил новый 2020 год, поэтому давайте в сегодняшнем видео я составлю такой небольшой гид по основным трендам 2020 года, что будет модно, что будет актуально, на что обратить свое внимание, цвет, ткани, фасоны, в общем, постараюсь сделать такую максимально полную подборку трендов для того, чтобы вам было легче ориентироваться в мире актуальных тенденций на текущий год. В общем, не будет долгих предисловий, давайте начнем говорить про тренды. И первая категория, о которой я хотела бы поговорить, это, конечно же, цвет. Если мы говорим об основных цветах, которые будут актуальны в 2020 году, обязательно нужно начинать с того цвета, который выбран цветом года по версии Pantone. И это классический синий, поэтому на все вещи в этом оттенке обязательно стоит обращать свое внимание. И каждый год этот цвет меняется. В прошлом году это был оттенок живой коралл, и, соответственно, вещи в этом оттенке были вроде как более трендовыми и актуальными, но на самом деле я не заметила какого-то огромного изобилия коралловых вещей в прошлом году, но мне кажется, что с классическим синим будет другая история, будет очень много вещей, в том числе и в масс-маркете, в этом оттенке, поэтому обязательно присматривайтесь к нему, тем более, что мне кажется, это очень красивый и благородный оттенок и идет практически всем. Ну вот я ни разу не встречала девушку и молодого человека, которому бы не шел вот этот классический синий цвет, так что это однозначно цвет сезона. Еще один модный цвет, который вы успели заметить в моих предыдущих видео, где мы обсуждали модные тенденции на красных ковровых дорожках, что выбирают знаменитости, это цвет оранжевый, и его становится все больше в модных коллекциях и люксовых дизайнеров, и я уверена, что масс-маркет тоже будет буквально завален оранжевыми вещами, так что если у вас есть настроение апельсинка, мандаринка, то это однозначно будет ваш год, потому что оранжевые вещи будут на пике трендов, их будет реально очень много, и в принципе оранжевый цвет тоже довольно универсальный, он идет практически всем, и мне кажется, здорово так поднимает настроение, потому что яркие вещи — это то, почему, мне кажется, мы соскучились в последнее время. Все предыдущие года, ну, последние года два, более актуальны были какие-то монохромные оттенки, то есть не яркие, не кричащие, ну, максимум там, конечно, был тренд на неон, но оранжевые оттенки однозначно не могут не радовать тех, кто любит добавлять цвета в свой гардероб. И, кстати, раз уж я упомянула неон, то в этом сезоне, в этом году, в 2020-м, он будет все так же актуален, он не теряет своих позиций, так что если накупили неоновых вещей в прошлом году, то и в этом году они будут актуальны. Если вы хотите выбрать какой-то мини-тренд, то есть микротренд среди неона, то если в прошлых сезонах было более актуальны кислотные оттенки зеленого, то в этом будет фуксия. Розовый неон — это вот прям максимальный тренд, то есть два тренда сразу. Это тренд на неон, и в тренде на неон тоже есть свой такой подтренд. Так что выбираем яркие оттенки, не боимся. Оранжевый, неон — этого будет в предстоящем сезоне очень много. Несмотря на то, что я сказала, что цвета действительно будет много, синий, оранжевый, неон, и будут еще в каждом сезоне, то есть весной, летом, свои такие подтренды, мы о них поговорим в следующих роликах, но тренд на бежевое не теряет своей актуальности. Мне кажется, это уже практически современная классика, потому что модные дома буквально шлепают коллекции в бежевой гамме, и все критики этим восхищаются, знаменитости это носят в повседневной жизни, на своих выходах на красные ковровые дорожки. В общем, бежевая гамма — это хит 2020 года. Если вы не любительница ярких, кричащих образов, обязательно прикупите что-нибудь в бежевой гамме, либо просто разбавьте гардероб, потому что бежевый буквально правит 2020 годом, и бежевый буквально правит модным миром. И мне кажется, это здорово, потому что бежевые вещи действительно очень красиво и изысканно смотрятся, с ними практически невозможно не угадать. Действительно, есть только один нюанс: вы должны правильно выбрать подтон. Кому-то идет чуть более розовый, кому-то идет чуть более теплый. Если вам будет интересно, я об этом сниму отдельное видео, можете написать об этом в комментариях. Ну а так, в принципе, уже такая глобальная тенденция на бежевый цвет, в том числе и на монохромные бежевые луки, то есть с головы до ног в бежевом. Это вот прям супер острый хит. Еще один тренд, который перекочевал к нам из прошлых сезонов, это тренд на кожу. Как я уже говорила не раз в своих видео, не обязательно натуральная кожа, это может быть и эко-кожа. Сейчас многие
многие модные дома действительно поддерживают тенденцию перехода на эко-материалы, то есть не использовать натуральную кожу, они оставляют ее только для обуви, для сумок, ну и то это, в принципе, относится не ко всем модным домам. Поэтому кожа также не теряет своей актуальности, и особенно монокожаные луки. Вы, да, заметили, что монолуки вообще, в принципе, актуальны, мы об этом дальше еще поговорим. И если вы будете с головы до ног, не обязательно только в бежевом, можете быть и в коже, а можете быть и в бежевой коже, это вообще, мне кажется, максимальный разрыв шаблона. В общем, кожаные вещи, они актуальны и весной, и даже летом, если у вас климат позволяет, если у вас там не какая-то калифорнийская жаришка, то вы можете носить кожаные вещи круглый год. Это могут быть юбки, это могут быть какие-то плащи, это могут быть даже кожаные рубашки. Все это продолжает быть актуальным. И тем более здорово, что в прошлых сезонах это было модно. Многие накупили тогда вещей из эко-кожи, и сейчас можно сказать, что этот тренд продолжается. И это здорово, когда мода не переосмысливает все, что было в предыдущем сезоне, а постепенно вводит какие-то новые тренды, при этом не отказываясь полностью от старых. И мне кажется, что это просто замечательно. Раз уж мы начали с вами говорить о трендах, которые перекочевали из прошлых сезонов, нельзя не упомянуть большой такой действительно глобальный тренд на объемные рукава, и это касается и рубашек, и платьев, и вообще это был огромный тренд. Мне кажется, каждая модница практически прикупила себе рубашку или хотя бы топ с объемными рукавами, и многие, знаете, предрекали, что это будет антитрендом в следующем сезоне. Ну, то есть вот все накупили объемные рукава, и все, они всем станут скучными, и в следующих сезонах это назовут антитрендом, а нет. Здесь мода всех перехитрила и наоборот решила продолжить этот тренд, поэтому объемные рукава будут все так же актуальны. Опять же, накупили в прошлом сезоне, здорово, если еще не приобрели, то это все еще актуально, так что можно заказать, можно сходить в какой-нибудь масс-маркет. В масс-маркете действительно очень много трендов, которые они подсматривают, скажем так, на ведущих мировых показах. Ну и, конечно же, онлайн-шоппинг, куда без этого. Мне кажется, там больший выбор, чем в любом офлайн-магазине. И, кстати, постоянные подписчики моего канала прекрасно знают, что всегда, когда я что-то покупаю в интернете, я использую свой любимый и самый надежный кэшбэк-сервис под названием Мегабонус. Здесь имеется и трекинг посылок, и отслеживание цен на товары, и обзоры, и умная корзина. В ней, кстати, указана динамика цены, и вы можете добавить ссылки на товары и отслеживать на них цену. Тем более, что у кэшбэка есть супер удобное приложение, которое устанавливается буквально в один клик, и оно сразу в поиске будет вам показывать те сайты, на которых кэшбэк и предоставляется. И это очень актуально, так как Мегабонус работает по всему миру более чем в 2000 магазинов, так что вы сможете не просто шопиться, но и возвращать часть потраченных на это средств. Кстати, выводить вы можете от $1,5 и, конечно же, покупать билеты на самолеты, бронировать отели и тоже возвращать часть потраченных на это денег. Так что, если вы до сих пор почему-то не используете Мегабонус, то срочно это исправляйте, я ссылку на него обязательно оставлю в описании, и тем более, что Мегабонус дал мне уникальный промокод, который даст вам повышенный кэшбэк, но поспешите его активировать, потому что количество активаций будет ограничено, и опять же, всю информацию я оставлю в описании. Продолжая говорить о трендах, нельзя не упомянуть тренды на эпохи, то есть в каждый период времени, помимо современных трендов, есть тренды, которые заимствуются из какого-то периода истории. И я думаю, что очень многие заметили, что были безумно актуальны 90-е, и этот тренд будет продолжаться и дальше, потому что 90-е никуда нас не отпускают, их все еще много во всех коллекциях модных дизайнеров, в том числе и в масс-маркете, но я бы, наверное, выделила все-таки две эпохи. Это 90-е и 70-е, что, да, немножко странно получается, 70-е, 90-е. Если вы не знаете, что актуально из этих эпох, я предлагаю вам просто вдохновляться фильмами того времени. Это самый клевый способ для того, чтобы понять моду, для того, чтобы понять, что актуально. И, конечно, обязательно смотрите фильмы, которые рассказывают именно о том периоде времени. Не так, что они, например, сняты в 90-е, но рассказывают, например, о времени 50-х. Нет, конечно же, нужно смотреть фильмы, которые отображают то время, вдохновляться. Ну и еще один такой клевый способ для вдохновения — это старые журналы. Вы можете сейчас в интернете найти очень много ретро-выпусков, например, из 90-х. Это вообще не составит труда, но также можно найти и журнальчики постарше из 70-х. Это очень здорово, потому что мне кажется, что 90-е и 70-е очень интересные в плане стиля эпохи. И сейчас вы действительно, если проследите, что было актуально тогда, увидите очень многое. В современных коллекциях, в любом даже масс-маркете вы придете и сразу поймете, откуда черпалось вдохновение
поколения, из какой эпохи, и мне кажется, это очень здорово, потому что мода, в принципе, циклична, и в каждый период времени, повторюсь, есть отголоски какой-то другой эпохи. Следующую тенденцию можно подсмотреть на модных показах, на стрит-стайлах, и это, в принципе, такой тренд, который тоже был актуален некоторое время назад, и сейчас я говорю про кроп-топы, которые надеваются под жакеты, под пиджаки. Это могут быть и какие-то оверсайз пиджаки из мужского гардероба, это могут быть просто из какой-то женской коллекции, но обязательно, чтобы они были, ну, где-то размер либо на 1, на 2 побольше, и не обязательно просто кроп-топы. Самым актуальным сейчас являются всевозможные бралеты, которые и надеваются под жакеты и пиджаки. Я понимаю, что это вариант далеко не для всех, далеко не для каждой погоды, потому что лично в моем регионе очень тяжело найти ту погоду, когда было бы оптимально носить, например, жакет с кроп-топом. Это практически невозможно, но если вы живете в климате, который это позволяет, вы можете смело экспериментировать. И, наверное, самыми актуальными будут варианты, когда и кроп-топ, и жакет будут в одной цветовой гамме. Мне, например, больше нравится, когда это противоположные цвета, например, белый жакет и черный топ, либо бралет. Но, в принципе, самое актуальное, как я уже сказала, тенденция будет выбор однотонных решений, потому что, как я уже сказала, монолуки, они правят, они актуальны, и, наверное, было бы даже здорово, если бы это было что-то бежевое, бежевый жакет и бежевый кроп-топ, как нам, собственно, и показывали на недавних модных показах. Поэтому можно вдохновляться в прямом смысле тем, что пришло к нам из уличной моды. Еще один тренд, о котором, мне кажется, уже не сказал разве что ленивый, это тренд на кроше. Я сейчас могу неправильно сделать ударение, но, как мне кажется, так как слово, наверное, французское, ударение ставится на последний слог, и это тренд на вот такое вот плетение, на ажурность, и поверьте, очень многие модные дома уже выпустили свои коллекции, которые будут нам продаваться весной, летом, и как раз-таки они делают акцент именно на кроше. Это относится и к топам, это относится к платьям, и это относится в том числе даже к вариантам сумок. Так что это одна такая глобально новая тенденция, которую мы не встречали в предыдущих сезонах. То есть, если предыдущие тренды, они были более нам, наверное, знакомы, то это, можно сказать, абсолютно новый тренд, который, поверьте, еще успеет всем надоесть в 2020 году, потому что я уверена, что весь масс-маркет будет завален такими вот вещами. Поэтому, если хотите быть первой, то обратите свое внимание как раз-таки на вещи, которые выполнены в этой технике. Следующий тренд меня немножко удивил, потому что мне почему-то казалось, что это будет антитрендом, но нет. Дизайнеры почему-то решили, что эту тенденцию стоит продолжать, хотя лично мне тренд на горох, о котором я сейчас, собственно, и говорю, успел, ну, наверное, немножечко так поднадоесть, но в то же время я не расстраиваюсь, потому что у меня много вещей, которые как раз-таки в расцветке горох, и это здорово, что в следующем сезоне, в этом году это будет все так же актуально, и опять же, для меня это абсолютно непонятно, почему тренд, которому действительно все предрекали то, что он станет неактуальным, это будет дикий антитренд, продолжает свое шествование в модном мире. Вот такая вот непредсказуемая мода, вот такие вот непредсказуемые тенденции, и в принципе, да, горох это что-то универсальное, вы можете выбрать абсолютно любую гамму, здесь нет каких-то строгих правил, то есть, например, черно-белые, либо там красно-белые, нет, в моде просто горох, и по-английски это называется polka dots, так что именно это словосочетание вы можете гуглить на всевозможных сайтах, которые предлагают подборки модных образов, каких-то стилистических решений, в частности, с вещами в горошек. Еще одна тенденция, которая актуальна все-таки, мне кажется, далеко не для всех климатических зон, это тренд на мини-платья, на очень-очень короткие платья. Если все предыдущие сезоны шли к тому, чтобы привить нам любовь к длине миди и даже к длине макси, то вот 2020 год он решает все перевернуть и сказать: нет, в моде мини, буквально микроплатья. То есть, если вы посмотрите реально на модные показы, очень многие дизайнеры, которые даже раньше выбирали длину миди, они сейчас делают ставку на длину мини. И в том числе, кстати, некоторые модные критики говорят, что это связано с эпохой Инстаграма, что нельзя игнорировать то, что социальные сети, они влияют в том числе на модную индустрию, и в частности и наоборот происходит такой обмен влиянием, но социальные сети повлияли на то, что в моде стали мини-платья, и
на это повлиял в первую очередь Инстаграм. Да, вот такая вот забавная ситуация, но если среди моих подписчиц и зрителей есть те, кто любят супер короткие платья, которые буквально оголяют ноги, я сейчас не говорю про глубокие вырезы, про то, что эти платья должны быть обязательно обтягивающими, нет. Я сейчас говорю только про длину, то это ваш период, это ваше время, это ваш 2020 год. Носите короткое и будьте на пике трендов, и никто не сможет вам сказать, что вот, длина мини, она сейчас не актуальна. Нет, очень даже актуальна. Далее у нас идет тренд на боди, о котором очень многие успели позабыть, и очень многие даже в прошлые года заносили боди в разряд антитрендов, но нет. В этом году триумфально возвращаются боди, они становятся все актуальнее и актуальнее во всех вариациях. Это могут быть боди с коротким рукавом, с длинным, с очень открытой спиной, закрытые боди, боди-водолазки, что угодно, но эта деталь гардероба снова приобретает свою актуальность, и очень много есть способов, как носить боди более актуально, как носить боди, чтобы это смотрелось интересно, чтобы это смотрелось, возможно, даже как-то провокационно, потому что смотря какие у вас цели, но однозначно эта деталь гардероба сейчас очень актуальна, и мне кажется, что это здорово, потому что, в принципе, наверное, боди можно отнести даже к разряду какой-то современной классики и к разряду какого-то современного даже базового гардероба, если мы говорим про классические цвета, про черное боди, например, про бежевое и про белое. И я уже в начале видео упомянула тренд на монолуки, и вообще постоянно к нему возвращаюсь. Нельзя не упомянуть тренд на деним с ног до головы. Я понимаю, что я рассказывала об этой модной тенденции и в прошлом видео, и, мне кажется, в позапрошлом, но что поделать, мода деним не отпускает. Если вы любительница джинсовочек и вообще облачиться с головы до ног в деним, то это однозначно ваш год и ваш сезон. Я очень люблю деним, и я на самом деле открыла для себя мужской отдел в этом вопросе, потому что женские джинсовки, они, как правило, ну не знаю, мне не нравится, как они сидят. Очень мало какие бренды предлагают интересные джинсовые куртки, которые бы мне нравились и которые бы имели ту посадку, которая бы меня радовала, и я реально стала все больше обращать внимание на мужские отделы, в частности, в вопросе джинсовых вещей. Вам очень рекомендую тоже этот лайфхак. Если вам не нравится никакая джинсовая куртка, а у меня вообще такая проблема, что мне многие джинсовки вообще короткие в рукавах, короткие по длине, мужской отдел, он реально спасает. Вы берете просто, например, даже на размер больше, чем вы носите в женском, и все, и получаете тренд на оверсайз. Но тренд на оверсайз — это тоже, в принципе, практически современная классика, потому что, ну, только ленивый дизайнер не эксплуатирует эту тенденцию. Хотя, мне кажется, есть два лагеря. Один лагерь — это дизайнеры, которые обожают моделей обтянуть, а второй лагерь — это те, кто любят, чтобы вещи были размера на 3 или даже 4 побольше. Вот современная мода в ее многообразии. Что уж поделать. И еще одна тенденция, которая, в принципе, наверное, вытекает из тренда на оверсайз, о которой я тоже говорю уже не в первом своем видео, это тренд на брючные костюмы в абсолютно любых цветах. Вот тут, на самом деле, нет какой-то общей тенденции. Понятное дело, что если будет, например, это классический синий, это будет двойной тренд. Если это будет бежевый брючный костюм, тоже двойной тренд, и оранжевый. Но выбирайте тот цвет, который нравится вам. Единственное правило, чтобы эти брючные костюмы были оверсайз. То есть в идеале здесь должно сочетаться два тренда. Вот эти супер обтягивающие брючные костюмы, они сейчас не актуальны. Мне кажется, что они будут актуальны, наверное, сезонов так через 5, не раньше. Поэтому запасаемся оверсайзом и запасаемся брючными костюмами, как будто бы вы их позаимствовали из мужского гардероба. Это самое актуальное решение. Вот поверьте, здесь можете даже не запариваться и действительно обратить свое внимание на мужской отдел. И это, наверное, очень даже удобно. Можно даже что-то не покупать, а позаимствовать из гардероба у своего молодого человека, мужа, брата, папы, у кого угодно. И это позволит вам сэкономить, потому что вы будете в тренде и не придется ничего нового покупать. Хотя я понимаю, что это, скорее всего, шутка, и вам придется сходить и купить что-нибудь, что будет на вас хорошо сидеть, но обязательно, чтобы это все было объемным, свободным, не приталенным, если вы хотите выбрать что-то трендовое. Но, опять же, я всегда, когда
когда снимаю такие видео о трендах, говорю вам о том, что да, тренды существуют, да, мы не можем не говорить о том, что в модном мире есть какие-то тенденции, но это не означает, что вы должны слепо вот каждый сезон буквально менять свой гардероб и покупать только трендовые вещи. Нет, тенденции — это определенный вектор. Вы можете ему следовать, можете не следовать. Все равно в итоге вы должны покупать то, что нравится вам, то, что подчеркивает вашу индивидуальность, а тренды, они очень часто, например, подкидывают интересные идеи, потому что я знаю, что многие девушки, например, никогда даже не могли себе представить, что они перейдут от огромных шпилек на кроссовки и будут носить кроссовки с платьем, и говорили о том, что «Ой, боже мой, это так ужасно», а когда это стало модным, почему-то все кайфуют, все носят платья с кроссовками, и это здорово, что мода, она в том числе и может разрушить какие-то наши шаблоны, которые нам прививались буквально годами. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, что оно было полезным, и если вам интересно, чтобы я снимала такие ролики и дальше, чтобы мы обсуждали, возможно, какие-то более узкие тренды, какие-то, знаете, специфические, например, там, про джинсы, например, чтобы мы обсуждали тренды в обуви, в сумках, в аксессуарах, пишите об этом в комментариях, я обязательно сниму такое видео. Ну и, конечно, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы всегда быть в курсе модных тенденций. У меня здесь не только про моду идет разговор, мы с вами также говорим и про красоту, и какой-то лайфстайл тоже встречается на моем канале. Также подписывайтесь на мой инстаграм, у меня там много всего интересного, я стараюсь там всегда быть с вами на связи, тем более мне скоро предстоит супер интересная поездка, мне бы хотелось ею поделиться с вами, так что подписывайтесь на мой инстаграм. Ну а с вами была Алина, увидимся в следующем видео. Пока! Хотите, я вам сейчас раскрою просто главный блогерский секрет, потому что, когда вы смотрите видео, в том числе и модных блогеров, которые вещают о трендах, то есть мы вот такие стараемся там принарядиться, на самом деле снизу мы все сидим в пижамных штанах. Мне кажется, это должно сбивать общий градус гламурности таких роликов. Просто помните об этом.